Это видео третье в трилогии по подготовке наших домашних орхидей к весенне-летнему сезону. В прошлых двух видео мы провели огромную подготовительно-профилактическую работу. Напомню. Первому шагу посвящено 131 видео на канале. В этом видео мы чистили орхидеи в прямом смысле этого слова от пыли, видимой и очевидной, физической и механической грязи, как снаружи, так и внутри грунта. Второй шаг – это 132 видео на канале. Мы очистили орхидеи от возможной микрогрязи, болезнетворных фитопатогенов и нежелательных микроорганизмов. И только теперь мы наконец-то добрались до третьего шага. В этом видео, очищенные от всяческой грязи и дряни орхидеи, мы будем удобрять, кормить, стимулировать, чтобы они набрали здоровья, сил и энергии для летнего цветения и в принципе для дальнейшего роста и развития. И прежде чем мы начнем подкармливать наши домашние орхидеи, я предлагаю разобраться с механизмом питания растений через корни и через листья. Немножко нудной, но очень полезной информации. А самым нетерпеливым можно пройти в описании и в тайм-кодах выбрать тот отрывок, который будет для вас более интересным. Но я твердо убеждена, что знание и понимание всегда добавляет разумности и осознанности в любые действия. Итак, погнали! Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни. И ни одно из них не может заменить другое. То бишь, растения получают питательные вещества и из воздуха, и из почвы. В нашем случае с орхидеями – из грунта. Первое. Воздушное питание – процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходит изменение в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ и воздух, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу. Продуктом воздушного питания растений являются углеводы, глюкоза, органическое соединение. Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро. Уже через 10 секунд после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней. Основой воздушного питания растений является свет, вода, углекислый газ. Надо сказать, что растения через листья поглощают не только солнечную энергию, углерод, кислород, но и азот, серу и некоторые другие химические элементы, которые присутствуют в воздухе. К внекорневым подкормкам, как правило, прибегают в тех случаях, когда надо быстро восполнить нехватку какого-то элемента питания или микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность. Самый быстрый способ доставки минеральных элементов в ядро хлорофилла, а потому и наиболее эффективный способ внекорневой подкормки – это опрыскивание наземной части растения легко усваиваемыми формами удобрений. Про эти формы удобрений я обязательно сниму отдельное видео, ибо это важно знать, к тому же полезно и интересно. Через листья и воздушные корни в случае с орхидеями быстро усваиваются минеральные элементы, потому внекорневая подкормка наземной части является скорой помощью растениям в экстренных ситуациях, но она не может заменить корневого питания. Корневое питание. Чтобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, надо, чтобы в почве все это необходимое для роста и развития присутствовало. Как минимум. Причем было равномерно распределено по всей толще корня обитаемого слоя, да еще и поступало туда с завидным постоянством и в малых дозах. Это как максимум. Если орхидея посажена в органический грунт, кора, мох, кокосовые чипсы, волокно, перегной хвойного опада и созданы все условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов в таком грунте, то обычно такая органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания орхидей. Однако требуются небольшие добавки макро- и микроэлементов, в основном тех, которых в грунте по той или иной причине нет. И поскольку материя не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда,
то рано или поздно наша домашняя орхидея, ограниченная стенками горшка, вазы, кашпо, начнет нуждаться в дополнительном питании. А уж коли ваша орхидея в домашних условиях посажена в неорганический субстрат или вовсе живет в открытой системе, то в таком случае точно не обойтись без добавления питательных элементов извне. Про питательные элементы для орхидеи я сняла короткометражное видео, в котором подробно рассказала и показала, какие элементы необходимы для развития растений, на какие группы делятся, а какие элементы являются самыми важными. Минеральное питание поступает в растения главным образом через корни. Эффективнее всего кормить растения в полив слабым раствором минеральных удобрений. И делать это надо регулярно, весь период активного роста корней, наращивания зелени и цветения. Обычно такую активность орхидеи в большей степени показывает весенне-летний период. Весной и в начале лета, когда идет рост зеленой массы, орхидея набирается сил для летнего и зимнего цветения, применяются азотно-калийные удобрения. А во второй половине лета, когда идет интенсивный рост новой корневой системы, орхидеи больше всего нуждаются уже в фосфорно-калийных удобрениях. Кроме того, во время интенсивного роста домашней орхидеи нуждается и в микроэлементах. Процессы гниения органических веществ в почве идут с помощью микроорганизмов, выделяющих при дыхании углекислый газ. В почве он соединяется с молекулой воды, образуя угольную кислоту, которая в свою очередь распадается на ионы. Они поглощаются почвой, при этом происходит вытеснение ионов калия, магния, фосфора и других химических элементов. Из этого изобилия ионов минералов корни избирательно поглощают те, которые им нужны. Далее этот почвенный раствор идет вверх в листья, где зерна хлорофилла с помощью солнечной энергии синтезируют белок и сахара. Таким образом, между наземной и подземной частями растений постоянно происходит интенсивный обмен питательными веществами. Вывод: мы удобряем, подкармливаем, стимулируем орхидеи и наземной, и подземной частей в комплексе, то есть и сверху, и снизу, и по листу, и в корне. Итак, третий шаг. Наступил день следующего полива наших орхидей после обработки перекисью водорода. И сейчас мы решаем следующие задачи. Мы осуществляем комплексное кормление наших домашних орхидей двумя принципиально разными способами. Так же, как в прошлом видео, мы разделим наши домашние орхидеи, но теперь только на две группы. Первая группа – это все абсолютно здоровые орхидеи, европейские, азиатские, взрослые, подростки, разных возрастов. Самое главное, чтобы орхидея визуально имела совершенно здоровый вид. Вторая группа – это ослабленные реанимационные орхидеи, те, здоровье которых вызывают у вас сомнения или подозрения на даже самые ничтожные проблемы в состоянии здоровья. Это очень важно. Ослабленные, реанимационные, подозрительные орхидеи стимулировать и удобрять мы ни в коем случае не будем. Такие орхидеи находятся в специальном режиме содержания, и об этом будут отдельные видео. Подкармливать, стимулировать и удобрять мы будем только здоровые орхидеи. Это правило, которое неукоснительно надо соблюдать, и чуть позже я объясню, почему. Для подкормки верхней части, наземной части наших орхидей я решила применить мощный энергетик для роста и развития растений сукцинат аммония. Сукцинат аммония – аммонийная соль янтарной кислоты, которая получается путем соединения янтарной кислоты и нашатырного спирта, является мощным энергетиком для роста и развития любых растений и наших орхидей в том числе. Янтарная кислота отлично вступает в соединение со щелочами, а в бытовых условиях самая доступная щелочь – это нашатырный спирт или 10% раствор аммиака в воде. Оба компонента доступны во всех смыслах и физически продаются на каждом углу, и по деньгам бюджетная цена.
Готовим рабочий раствор сукцинат аммония. На 1 литр чистой воды мы добавляем 0,2-0,3 грамма янтарной кислоты плюс 3 мл нашатырного спирта. Тщательно размешиваем. И уже готовый рабочий раствор заливаем в опрыскиватель, желательно самым мелким распылением, которое у вас есть, и обильно опрыскиваем со всех сторон листовые пластины, стволик и воздушные корни орхидей. Янтарная кислота – это органическое соединение, считается одной из главных энергетических молекул, участвующих в метаболизме всех живых организмов. Несет важную миссию – восполняет недостаток энергии, оказывает лечебно-профилактическое действие на все живые организмы, служит универсальным источником энергии, улучшает обменные процессы, регулирует защитные силы организма, активизирует иммунитет, способствует выведению из организма токсических веществ и улучшает утилизацию циркулирующего в организме кислорода и повышает устойчивость к гипоксии, кислородной недостаточности и бла-бла-бла. Можно бесконечно перечислять достоинства янтарной кислоты, и для нас она тоже невероятно полезна. Я янтарную кислоту сейчас тоже принимаю. Она всегда нужна нашему организму, так же, как и нашим растениям домашним, и орхидеям в том числе. Все как у людей. Мы все живые организмы. Количество янтарной кислоты, которое способно усвоить растение, не так уж велико. Поэтому использовать янтарную кислоту для подкормок растений нужно в небольшой дозировке. Наилучшим способом подкормки орхидей, и всех растений, янтарной кислотой является обработка их наземной части. Потому что, когда вы внесете янтарную кислоту в почву, в грунт, субстрат, то почвенная микрофлора моментально израсходует ее на свои энергетические нужды, и нашим орхидеям мало что достанется. Нашатырный спирт – это водный раствор аммиака, он же раствор аммония. В большом количестве NH4OH ядовит, но в малых дозах очень даже полезное для наших растений вещество. Аммиак способствует активному росту и помогает восстановлению растений после зимнего периода. Обладает дезинфицирующими свойствами, уничтожая болезнетворные микроорганизмы. Является мощным профилактическим средством в борьбе с некоторыми грибковыми инфекциями. Отпугивает насекомых-вредителей тля, медведка, паутинный клещ, луковая мошка. Но самое главное, аммиак отличается высоким содержанием азота, который является основным продуктом питания для любых растений. Азот – это важный элемент для роста и развития всей флоры. Он помогает хлорофилловым зернам накапливать растительный белок. Об этом подробнее я расскажу чуть позже. А теперь я объясню, почему янтарная кислота является губительной для больных, ослабленных и реанимационных орхидей. Повторюсь, янтарная кислота – это элемент, который участвует во всех обменных процессах всех живых организмов на Земле, в том числе и микрофлоры, которая может быть и болезнетворной, и патогенной. То бишь, янтарная кислота стимулирует не только растения, людей, животных, а также всяческую, в том числе болезнетворную микрофлору. Вот почему применять любые соединения, растворы, где находится янтарная кислота, надо крайне осторожно и только на здоровых организмах, чтобы не спровоцировать рост болезнетворных микроорганизмов и фитопатогенов. В противном случае эти вражины начнут с радостью размножаться, плодиться и пожирать усиленно здоровые ткани, а это приведет к неминуемой гибели слабого или больного растения, в нашем случае орхидеи. Что и случилось у меня с двумя азиатскими орхидеями-подростками, которые были внешне, вроде бы как здоровые, но немного не такими бодрыми, как остальные. Про одну из них я сняла 2 короткометражных видео и показала в динамике эту душещипательную историю. Орхидеи я в результате не спасла, что очень огорчает любого орхолюбителя. Обязательно посмотрите, лучше уж учиться на чужих ошибках и свести свои к минимуму. Прошло 7 дней после подкормки орхидей по листу раствором сукцинат аммония. Наступил день следующего полива. Воздушные корни свою порцию питания уже получили
И теперь мы будем удобрять корневую систему наших домашних орхидей, которая находится в грунте, то есть субстратные корни. Удобрений для растений существует видимо-невидимо, всяческих и разнообразных, и здесь прямо глазоньки разбегаются. Однако все очень просто. Всем растениям, орхидеям в том числе, для здоровой жизнедеятельности необходимы питательные вещества – макро-, мезо-, микро- и ультрамикроэлементы. Об этом мы с вами подробно рассуждали в начале видео. При выборе удобрения нас интересует формула комплекса макроэлементов НПК – азот, фосфор, калий в нем. Про это есть короткометражное видео под названием «Волшебная формула здоровья орхидей. Что такое НПК для растений?». Из этого видео вы узнаете про эти 3 самых важных макроэлементов, почему и как они влияют на процессы внутри растений. Опираясь на всю эту информацию, вам станет понятно, почему и как мы выбираем удобрения для орхидей. Обязательно смотрите все видео, которые я рекомендую, ибо они по смыслу связаны и логически информативно дополняют это видео. Ссылки будут размещены либо в описании, иногда они будут всплывать в правом верхнем углу, либо в конце видео в конечных заставках. А мы продолжаем. Поскольку на дворе весна, наши домашние орхидеи начали активный вегетативный рост, и чтобы помочь орхидеям наращивать зеленую массу, необходимо применить удобрения с большим содержанием азота. Однако мы с вами в прошлый полив уже дали орхидеям азот, причем в легко усвояемой форме. Поэтому я решила применить для корневой подкормки универсальное удобрение с равным количеством НПК в нем. Эти все 3 микроэлемента взаимосвязаны и в равной степени необходимы орхидеям сейчас. Ведь они растут, цветут, наращивают цветоносы и корни, и листья. Мы можем смело выбирать любое универсальное удобрение с равным значениями НПК в нем. Я выбрала вот это удобрение, где значение НПК 18, 18, 18. Мы разводим удобрение по инструкции. У меня 1 столовая ложка на 10 литров чистой воды. Тщательно размешать. Перед поливом я опрыскиваю листья, воздушные корни и поверхность грунта чистой водой, а затем приступаю к поливу орхидей удобрением. Важно! Орхидеи, которые живут в смешанном сложносоставном субстрате, где большую часть занимает кора, я поливаю способом замачивания. Через 20-30 минут воду сливаю, а все, что стекает во внешнее кашпо, оставляю. Орхидеи постепенно выпьют и эту водичку тоже. Второе. Орхидеи, которые живут в мху или большую часть субстрата составляет мох, и в основном это азиатские подростки, я поливаю способом пролива, потому что мох очень гигроскопичен и успеет впитать в себя все полезные вещества вместе с водичкой во время полива, а затем постепенно будет отдавать их корешкам. Я буду удобрять таким образом свои орхидеи 3 раза, чередуя с поливом чистой водой и опрыскиванием по листу растворами сукцинат и салицилат аммония. То есть следующий полив будет чистой водой плюс опрыскивание наземной части орхидей питательными легкоусвояемыми веществами, а затем опять полив в грунт с удобрением. И так 3 раза. Резюмируем. Мы подготовили наши домашние орхидеи к весенне-летнему сезону в 3 концептуально важных шага, каждому из которых я посвятила отдельное видео. У нас получился такой некий маленький 3-серийный мини-сериал. Если вам понравилась такая форма подачи информации, вам было интересно, информативно, понятно и полезно, то дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Комментарии, лайки и даже дизлайки – это обратная связь от вас. Вам не сложно, мне приятно. Ну и некая оценка моей работы. А если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите пообщаться с единомышленниками, то добро пожаловать в мой орхочат, который я создала наконец-то уже в Телеграме. Ссылка будет в шапке YouTube канала. Там же для особо приверженных я размещу чек-лист по подготовке наших домашних орхидей к весенне-летнему сезону, который вы сможете скачать и пользоваться им постоянно. А в следующем видео мы побываем в гостях у орхомана Олеси и познакомимся с ее особенным способом выращивания орхидей. Добра вам, любви и благополучия, и вашим орхидейкам тоже.